Здравствуйте! Эта смешная и довольно необычная рыба, на самом деле таит в себе смертельную опасность, если ее неправильно приготовить и употребить. Называется эта рыба фугу. Так ее называют японцы, хотя правильно фугой называют еду, приготовленную из этой рыбы, а сама рыба называется бурый скалозуб и относится к виду морских лучеперых рыб из семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных. Эта рыба любит прибрежные районы солоноватых вод Тихого океана. Она широко распространена в Охотском море, в акватории Японского, Восточно-Китайского и Желтого морей. Взрослые рыбы встречаются на глубине не больше 100 метров. Мальков можно увидеть и в устьях солоноватых рек, а по мере взросления они уходят дальше от побережья в открытые моря. Фугу нерестится весной, прикрепляя икринки к скалам в тихих местах на небольшой глубине около 20 метров. Скалозуб – мелководная рыба, она любит небольшие морские бухты и спокойные воды. Их довольно часто можно встретить на мелководье и на песчаных участках рядом с лиманами или каналами, а также вблизи рифовых и водорослевых участков. Рыба фугу – это самое дорогое и смертельно опасное блюдо японской кухни. А еще это одно из древнейших кушаний, известных человечеству. Согласно находкам археологов, жители японских островов ели фугу задолго до нашей эры, причем, судя по тому, что страна восходящего солнца до сих пор густо населена, древние японцы знали секрет приготовления этой рыбы. Фугу – маленькая рыбка размером всего с ладонь, которая может плавать хвостом вперед. Вместо чешуи у нее тонкая эластичная кожа. Если фугу испугать, она мгновенно раздуется и примет форму шара, утыканного острыми шипами. Такой процесс контролируется специальным клапаном, расположенным в нижней части рта рыбы. Если вдруг акула отважится отобедать этой рыбой, то раздувшийся колючий шар застревает в горле, и злополучный хищник погибает. В таком состоянии она в 3 раза превышает свои первоначальные размеры. Происходит это за счет воды, которую рыбка резко всасывает в себя. Смертельный яд тетрадотоксин содержится в молоках, икре, на половых органах, коже и в печени фугу. Это вещество обладает нервно-паралитическим действием. Оно примерно в 1200 раз опаснее цианистого калия. Смертельная доза для человека составляет всего 1 мг тетрадотоксина. Самая опасная часть рыбы – это печень. Ее японцы считают самой вкусной частью рыбы. Яд начинает действовать в организме человека примерно через 10 минут после попадания. Механика действия токсического вещества заключается в парализации мышечной системы живых организмов. При этом жертва яда сохраняет полное сознание до наступления момента смерти. В одной рыбке этого вещества хватит, чтобы убить 40 человек. Причем эффективного противоядия против этого страшного нейротоксина на сегодняшний момент не существует. Первая помощь и лечение заключаются в основном в симптоматической и поддерживающей терапии. При любой степени отравления пострадавших необходимо госпитализировать для искусственного поддержания органов дыхания и кровеносной системы, пока не пройдет пик действия яда. В микроскопических порциях яд фугу используют в качестве средства профилактики возрастных болезней и как лекарство от заболеваний предстательной железы. Интересно то, что сама рыба фугу изначально не ядовита. Опасный яд начинает накапливаться в ней в процессе жизнедеятельности. Он попадает в скалозуба вместе с пищей, которую составляют различные организмы, содержащие в себе малое количество тетрадотоксина. Главная встреча человека с фугу происходит в специализированном ресторане Японии, где за это удовольствие нужно выложить $1000. Здесь гурман буквально вверяет свою жизнь в руки повара. Ведь по данным статистики 10-20 человек в год погибают в Японии, отравившись фугу. Правда, сторонники национального деликатеса справедливо отмечают, что в большинстве эти люди погибают дома, пытаются сами приготовить фугу, но не справляются с этой задачей. Самая знаменитая смерть от фугу случилась в 1975 году. Легендарный актер театра кабуки Мицугора Бандо VIII, которого называли «живым национальным сокровищем», скончался от паралича, после того как съел печень фугу в одном из ресторанов Киото. Это была его 4-я попытка отведать опасное блюдо. В
Все повара, желающие готовить фугу, должны иметь специальную лицензию, которую можно получить только в результате двухлетней стажировки в качестве ученика и строгих письменных и практических экзаменов. Испытание практикой выглядит так. Кандидату дается 20 минут, в течение которых он должен разделать фугу и приготовить из нее сосими, так называется блюдо из сырой рыбы с острым соусом из сои и хрена. Для прохождения практического экзамена и получения лицензии повар обязан съесть приготовленное им блюдо. Кстати, не так давно в Японии существовал старинный негласный закон, суть которого заключалась в том, что повар, приготовивший блюдо и отравивший посетителя, был обязан съесть его сам или совершить ритуальное самоубийство, так называемое сэппуку или харакири. Неудивительно, что цены на подобные лакомства колеблются от $100 до $500 за порцию. Однако иностранцы, посещающие Японию, готовы платить сумасшедшие деньги, чтобы прочувствовать на себе опасное балансирование на грани жизни и смерти. Говорят, что попробовав однажды это роковое блюдо, привязываешься к нему навсегда. Японцы съедают 10 тысяч тонн этой рыбы в год. В одной только Осаке есть около 80 тысяч фугу-поваров. Ее считают зимним деликатесом, наиболее популярным в декабре и январе. Разделка фугу – тонкое ювелирное искусство, владеют которым единицы. Чтобы приготовить рыбу-фугу, повар должен выполнить 30 предписанных шагов, нарушив даже один из которых он может лишиться лицензии. Повара берут живую рыбу из аквариума и пробивают ей голову ударом молотка. При разделке нужно быстрыми и точными ударами отсечь плавники, отделить ротовой аппарат и острым ножом хочу вскрыть брюхо фугу. Затем осторожно, чтобы не разорвать, вынуть ядовитые внутренности и утилизировать их, поместив отравленные органы в специальные контейнеры, хранящиеся под замком. От них избавляются, как от радиоактивных отходов в установке для сжигания отходов. После того, как ядовитые части удалены специальным ножом, рыба разрезается на куски, а затем промывается под водой, чтобы удалить токсины и кровь. Потом филе рыбы нарезают тонкими прозрачными дольками и тщательно промывают под проточной водой, чтобы окончательно избавиться от следов крови и яда. Одно из самых известных блюд из фугу – фугу-саши. Перламутровые ломтики сырой рыбы укладываются лепестками на круглом блюде. Часто повар создает из кусочков настоящую картину пейзажа с бабочками или летящей птицей. Рыбу едят, окуная ломтики в смесь понзу, уксусный соус, асацуки, крошеный лук-резанец, момиджи-араши, тертая редька дайкон и красного перца. Самая главная загадка фугу, ради чего люди идут на смертельный риск. Поклонники экстремальной кухни утверждают, что вкус иглобрюха напоминает японские картины на шелке, нечто утонченное, ускользающее и гладкое. Самыми ценными в ней являются именно острые ощущения, эмоциональный всплеск и огромный выброс адреналина, сопутствующие употреблению фугу в пищу. Некоторые даже считают поедание такой рыбы своеобразной разновидностью русской рулетки. Считается, что помимо невероятных вкусовых ощущений, фугу обладает наркотическим эффектом. Высший пилотаж при приготовлении иглобрюха – оставить ровно столько яда, сколько необходимо для того, чтобы вызвать у едоков чувство легкой эйфории. Гурманы, пробовавшие эту рыбу, утверждают, что по мере употребления блюда накатывает парализующая волна, сначала отнимаются ноги, потом руки, после – челюсти. Способность двигаться сохраняют только глаза. Волна длится несколько секунд, но за это время человек испытывает бурю эмоций, балансируя на краю жизни и смерти. Однако через мгновение все оживает, возвращается дар речи, начинают двигаться руки и ноги. Фугу – это назойливая и сообразительная рыба, которая способна заставить голодать всех, кто окажется в пределах ее зоны кормления, уничтожая на своем пути все, что можно съесть. Рыба водится везде. Если она атаковала прибрежную зону, то шансов выловить другую рыбу нет, так как она своим присутствием всех отпугивает. Так как фугу обитает в рифах и скалах на дне моря, ее невозможно поймать в сеть сброшенной с лодки. Поэтому для ее ловли нужны надежные снасти. Толстая очень длинная леска с несколькими крючками как раз подойдет. Остается насадить наживку и бросить снасть в море. Любимая ее наживка кальмар, хотя шпроты тоже подойдут. Теперь остается только ждать. Через 2 часа леску проверяют, и зачастую рыбаки остаются с пустыми руками, поэтому фугу такая дорогая. Но сегодня рыбакам повезло, и они поймали 6 рыбин. Может показаться, что это не так много, но одна такая рыба может стоить 200 фунтов или около 20 тысяч рублей.
Пойманную рыбу необходимо разделать. Внутренности рыбы ядовиты, а кожа нет. Нельзя касаться глаз, потому что в них содержится яд. Глаза невероятно ядовиты. Фуга опасна, не только для людей, они убивают даже друг друга. А шеф-повар должен приготовить рыбу, пока она еще жива. Поэтому нужно вырвать зубы, иначе в аквариуме они поубивают друг друга. Рыбаки мастерски удаляют зубы рыбе. Теперь ее можно безопасно доставить на берег. На крупнейших рыбных рынках Японии фуга продается на аукционах. Торги идут за каждую рыбку. Обычное дело купить одну рыбу за $1000 США. Цена некоторых доходит до $10 000. Если решите купить ее в магазине, то это нереально. Просто приобрести ее невозможно, кроме как на аукционе. Необычно проходит сам процесс покупки у рыбаков опасного деликатеса. Продавец и покупатель, не называя свою цену, запускают руки в специальные черные широкие рукава. Там они на пальцах показывают условными знаками цифру, за которую они готовы приобрести товар. Если согласие найдено, рыба считается проданной. В 5 часов аукцион останавливается. Всего за полчаса торговли здесь было продано фугу на десятки тысяч долларов. Отсюда проданную рыбу отпускают опять в воду и отвозят в лучшие рестораны Японии. Однако не все готовы рисковать жизнью, чтобы отведать мясо фугу. Поэтому в Японии и Китае появилось множество специализированных фермерских хозяйств, которые искусственно выращивают фугу, не содержащую в себе яд. Как правило, искусственно выращенная рыба не отличается такой дороговизной, как пойманная в природной среде. Это связано с тем, что сторонники японских традиций больше отдают предпочтение рыбе, выловленной в открытом море или в океане. Этот факт связан с тем, что многие повара высочайшей квалификации затратили немало средств, времени и усилий для получения специального разрешения на право готовить блюда из этой рыбы, лицензии. Поэтому повара такой высокой квалификации не хотят тратить время на приготовление блюд из дешевой фугу. Неядовитый вид фугу откармливают макрелью и другой неядовитой едой. Поклонники оценили ее вкус и заявили, что он так же приятен, как и у фугу с ядовитыми органами. У многих ресторанов сразу же возник пристальный интерес к печени неядовитого фугу, потому что эта часть рыбы обычно запрещена. Но многие резонно заявили, что нетоксичная фугу скучна. Эта рыба привлекательна именно своей токсичностью. Ведь без своего токсина иглобрюх становится просто еще одним сортом рыбы, довольно вкусным, но не представляющим собой ничего особенного. Не зря же именно весной, когда фугу считается наиболее ядовитой, гурманы платят самую высокую цену. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!